Здравствуйте. В центре стиля «АвтоВАЗа» работает 157 человек. При Синельникове работало 300, и главный дизайнер тогда гордился, что по количеству уборщиц он крупнее Пининфорины. На сегодня основная группировка вазовских дизайнеров базируется в Тольятти. Есть две запасные площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Делать красивые автомобили «АвтоВАЗ» не умеет. Единственный раз получилась интересная «Лада Веста», созданная англичанином Стивом Маттином. Предложенный им X-Face стал лицом автомобилей. Каждая «Лада» тем больше похожа на приличную машину, чем глубже в ней наследие Стива Маттина. Под нормальную машину при помощи X-Face замаскировали даже Гранту. В этой стилистике рисовали третьего Логана, получившего имя «Лада Искра». Выгоднее всего X-Face сказался на некрасивом от рождения Ларгусе. Его перед смертью подвергли пластической операции, и в небытие он отправился вполне достоверным. Почему без англичанина и прочих французов на «АвтоВАЗе» не получаются красивые машины? Потому что от жизни в Тольятти хочется сбежать, а не творить. Тольятти – самый плохой город страны, депрессивный, убогий, страшный. Хотя утверждение, что хуже Тольятти в России нет городов, несправедливо. Челябинск готов аргументированно побороться за звание самого плохого города страны. Биробиджан на эту борьбу имеет основание смотреть свысока, поскольку его позиция незыблема. Но список самых плохих обширней, 3 городами не ограничивается, покрывает 3/4 России. Поскольку в Тольятти жизнь не располагает к творчеству, завод завел себе 2 запасных аэродрома – московский и питерский. В стране это 2 города, пригодные для жизни. В них бегут со всей России. Московская прописка была вожделенной всю советскую власть и остается суперпризом до сих пор. Питерская тоже позволяет гордиться. Сейчас, во время войны, часть семей распалась в том числе потому, что лимитчица жена, положившая жизнь на столичную прописку, отказалась ехать с мужем скитаться за границу, поскольку ей не важна ни война, ни фашизм, ничего, кроме целей всей жизни – прописки в столице. Муж, как инструмент достижения этой цели, не актуален, пусть едет в подполье, сопротивление, в любую Турцию, Европу, а она останется при столичной жизни. Москва, Санкт-Петербург – это недостижимая для остальной страны эстетика, стиль, качество. Тут можно жить, развиваться. Есть с кем поумнеть, есть у кого учиться, есть что познавать. Оба города могут предложить очень многое, остальной стране не только недоступное, но и непостижимое. Жванецкий сформулировал точнее всех. Закончил Одессу, поступил в Ленинград, закончил Ленинград, поступил в Москву и уже учишься до самой смерти. Тольятти в этом списке нет, и взяться ему неоткуда. Московский рассадник стиля «АвтоВАЗ» открыл еще при директоре Комарове в 2012-м. Первым руководителем стал бельгиец Томас Бигвуд из «Рено», приглашенный по протекции Стива Маттина. Если хочешь красиво, бери человека не с помойки, а из приличного места, где ночью не бьют морду за наглаженные штаны, где быть самым умным не оскорбление, где очки не порок. Бигвуд и Маттин сделали ставку на студентов Московского политеха, бывшего МАМИ. Питерский рассадник творчества открыт в 2023-м, считается инжиниринговым центром, делая ставку на студентов художественно-промышленной академии имени Штиглица. Дети, обученные красоте на примере Эрмитажа, Третьяковки, заведомо перспективнее детей, сформированных эстетикой бетонных заборов Ставрополя на Волге. Интервью Амирана Сардарова показало, что на «АвтоВАЗе» вменяемых людей нет. Не осталось ни Стива Маттина, ни Бо Андерсона, ни Томаса Бигвуда. Есть Максим Соколов, Станислав Березий, Олег Груненков, на века отлившие в граните «можно, а зачем?». Они искренне верят, что делают лучшие в мире автомобили, самые красивые, самые качественные, что они давно превзошли Kia, Hyundai, Volkswagen. И такими люди на ВАЗе были всегда. При советской власти они тоже считали, что обогнали весь мир, и у них самые хорошие «Жигули» на свете.
Они неизлечимы во все времена. Зачем АвтоВАЗу 3 дизайн-центра, если на самом деле не нужен ни один? Для воровства. Завод АвтоВАЗ не для того, чтобы выпускать автомобили. Он для откатов, взяток, мошенничества в особо крупных размерах и социальной стабильности местных нищих. Бо Андерсона уволили после всего 2 лет работы на АвтоВАЗе, потому что он начал прекращать воровство на заводе. Тем самым перекрыл финансовые потоки половины города, самарского генерал-губернатора, Минпромторга. Выбирая между новыми автомобилями для людей и освоением бюджета для себя, выбрали не машины, а деньги. Русский дизайнер Илья Разумов, работающий в Бентли, рассказал в интервью, что его взяли на Porsche, Audi, Volkswagen. Ему работу предлагают Mitsubishi, Lotus, Чинган. И ему отказали Аурус, Москвич и Лада. В обреченном Тольятти обреченный АвтоВАЗ продолжает обреченно кормить директора, свиту, министерства и продолжает доказывать, что Лады самые передовые, самые качественные, самые красивые. Риэлтору Дональду Трампу очень нужна Гренландия. Без нее Америка стратегически уязвима и лишена возможности отстоять свои интересы. 2 мировые войны Америка как-то справлялась с интересами, теперь перестала. Во Вторую мировую войну Америка умело противостояла немецкому флоту, теперь разучилась, и только покупка Гренландии позволит выгнать русские и китайские корабли и поставить точку в беззащитном существовании Америки. Что получит Трамп в Гренландии, кроме полезных ископаемых? Самый большой в мире остров отличается максимальной оригинальностью транспортной системы при минимуме дорог. Это страна, по которой лучше не ездить, тем более что некуда. При огромных размерах, в 4 раза превосходящих Германию, Францию, Испанию, на необитаемом острове живет всего 56 тысяч человек. Городов на всю страну 3. Есть еще 5 поселков и несколько точек на карте со своими собственными именами. Основной вид деятельности Гренландии – зимняя спячка. С осени по весну никто никуда не едет, ничего не делает, а в полярную ночь и подавно. Блогеры здесь не водятся, поскольку снимать нечего. Вид за окном не меняется последние несколько веков, да и берлога все такая же, только с телевизором. Протяженность дорожной сети Гренландии – 400 километров. Из них половина асфальтированные, половина грунтовые. Первый асфальт положили в 60-х годах. Все дороги страны обрываются на границах населенных пунктов. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Корничковский. В 2025 году построена первая в истории Гренландии дорога между 2 местами – от аэропорта до города Сисимиута протяженностью 170 километров. Она настолько потрясла местную общественность, что получила название «Маршрут Полярный круг», хотя очевидно, что она и не круг, и не столько полярная, сколько заполярная. Изо всех признаков цивилизации на дороге только ограничение скорости 60 км в час, объяснить которое пока не получается. Но ведь суть цивилизованной жизни именно в ограничениях. Ни одной заправки на маршруте нет, и вообще ничего нет. В категории дорожных достопримечательностей у Гренландии еще есть тоннель, единственный на острове. Тихим огоньком пытается тлеть жизнь в столице науки с населением в 21 тысячу человек. Здесь есть красочные дома, офисы государственных структур и 3 светофора. Всего в Гренландии светофоров 4. Железных дорог нет ни в каком виде, и трамваев тоже нет. Зато в столице есть 18 рейсовых автобусов. Еще по одному есть в 2 других городах. В столице науки самая протяженная поездка – 15 километров. Перемещение на дальние расстояния, тем более между городами, невозможно. Автопарк Гренландии скромный, но модный. Ледяное дыхание Греты Тунберг учинило транспортную электрификацию острова. На автомобили с нормальными моторами пошлина 100%. На электричке пошлины нет. Поскольку ехать некуда, запас хода никого не пугает.
Зато прикрутить розетку к столбу проще, чем строить автозаправочную станцию, что и определило инфраструктурный перевес в пользу электромобилей. К тому же электричество в Гренландии хоть и не бесплатное, как в соседней геотермальной Исландии, но тоже достается простейшим способом при помощи гидроэлектростанций. Электромобилей в Гренландии 800 штук и еще 200 подключаемых гибридов. Легковых машин с нормальными моторами 6799, коммерческих автомобилей 1700, 149 такси, 106 автобусов, 226 машин экстренных служб и 6 мотоциклов. Байкеры из викингов не получаются. Автомобильный бизнес в Гренландии 500 машин в год. Угонов не бывает. Ключи держат в замке зажигания и не запирают. Права можно получать с 18 лет. Уроки вождения проводятся исключительно в пределах города. Автомагистрали, сельские дороги не входят в программу обучения. Учиться почти некогда. Зимой спячка, тундра, темно, морозы. Летом полярный день бьет в глаза круглые сутки, из-за чего вождение заменяется теоретическими занятиями. В науке работает 4 автошколы, по всему острову есть еще 8. Экзамены платные, от 1000 евро. Номера всю жизнь в Гренландии были свои собственные с буквами ЖР. Но греки нервничали, и с 2008 года Гренландия получила номера с буквами GL. В те короткие периоды, когда Гренландия не спит и выходит из дома, меньше всего она рассчитывает на автомобили. Главное сообщение здесь осуществляется по воздуху или по воде. На острове 13 аэродромов и вся остальная территория в роли сплошной вертолетной площадки. С водой сложнее. Государственные паромы ходят только летом, а частная судоходная компания не имеет пассажирского флота и возит исключительно грузы. Поэтому население, если ему внезапно куда-то надо, либо летит на вертолете, либо едет на квадроцикле. И любимых Трампом собачьих упряжках. Собак в Гренландии не меньше, чем людей. Самым быстрым пикапом 1978 года в мире стал Dodge Little Red Express. Первый спортивный пикап Америки. Серийный. Сделанный не в тюнинговом ателье, не резвыми мальчиками в гараже, на заводе фирмы Dodge. Но ведь пикапу, тем более американскому, полагается быть вялой машиной фермера. Мощный, грузоподъемный, медленный. Носиться по прериям предназначено лошадям. Стандартизированная картина «Ковбой на мустанге скачет в закат, стреляя во все стороны». Привычно, красиво, понятно. Зачем же гонять по прериям на гоночном пикапе? И вообще, кому в голову пришла идея мастерить спортивную машину из грузовика? Да еще в стародавние времена, когда все кругом на карбюраторах и технические закрома еще весьма скудные. У американцев есть зачетная дисциплина. Кто первый на четверть мили? Из нее родился дрэг-рейсинг. Американцы не очень разбираются в управляемости, поэтому рывок на четверть мили непременно по прямой, что упрощает задачи конструирования. Суть именно в этом, чтобы весело скакалось не только на лошадях, но и всем, что оказалось под рукой. А у фермера это, скорее всего, пикап. Но помимо фермерского досуга, идея фирмы Dodge состояла в ином. Во-первых, она была адресована еще и маленькому мальчику, игравшему в такой же пикап, но в масштабе 1:43 фирмы Matchbox. Любой мальчик мечтает во сне, чтобы его игрушка выросла за одну ночь до настоящих размеров. Именно поэтому Dodge Little Red Express красили только в красный цвет из палитры Matchbox. Во-вторых, этот маленький красный экспресс был частью серии игрушек для взрослых от Dodge, которая началась в 1977. Каждая модель в линейке коммерческих автомобилей боролась за покупателей с помощью броских расцветок, агрессивных слов и заводских модификаций с максимально наглыми названиями. Мачо мощный фургон, Уорлок, Мачо внедорожник Рэмчарджер. Маленький красный экспресс представлял собой вершину этих игрушек для взрослых. Работал над гоночным пикапом гениальный инженер Том Хувер.
Он взял серийный Д-150 и поставил на него полицейский двигатель V8 объемом 5,9 литра серии LA. Мотор получил модифицированные головки, более агрессивные распредвалы, четырехкамерный карбюратор, специальный выпускной коллектор и воздушный фильтр с двумя направленными воздухозаборниками, выведенными сразу за решетку радиатора. В результате удалось получить 228 лошадиных сил и 400 ньютон-метров. Сегодня такая мощность не кажется выдающейся. Для 1978 года это была серьезная величина. Тормоза Том Хувер поставил спереди дисковые, сзади оставил барабанные. Передняя подвеска, что удивительно для любого пикапа, Макферсон. Сзади неразрезной мост, самоблок и рессоры. По закону машине уже полагался катализатор, но Том Хувер обошел препятствие. Добавил побольше листов в задние рессоры и заявил ее не как пикап, а как грузовик, которому катализатор в 1978 году еще не требовался. И, конечно же, выхлопные трубы, как и полагается американскому грузовику, сразу за кабиной, вертикально вверх, хромированные, максимально наглядные. Маленький красный экспресс Dodge стал автомобилем, превращающим обычную доставку в эмоциональное событие. Dodge делал со старта любого. Это ведь мечта каждого мальчика, вне зависимости от возраста. Встать на стоп-линию со скучающим видом, имитируя тяжкую долю труженика за рулем опрятной, но не быстрой машины, а потом дать по газам так, что остальные только и успеют что облиться кока-колой, выронить сигарету и громко вскрикнуть. Красный экспресс Dodge кидается вперед в копоти горящей резины, в вертикальном извержении вулкана из выхлопных труб и под завораживающий V8, способный переспорить кардиостимулятор. На четверть мили Little Red Express был не просто очень быстрым грузовиком, он вообще был самым быстрым. С 0 до 100 он выстреливал за 6,8 секунды и преодолевал заветные для каждого ковбоя четверть мили за 15,7, что быстрее, чем Chevrolet Camaro Z28, у него 16,3. Быстрее Pontiac Firebird Transam, у которого 16 секунд, и даже быстрее третьего корвета, у которого 15,8. В портфолио фирмы Dodge Little Red Express занял положение между пикапом и коллекционным экземпляром. Нам не повезло с Японией и Америкой. С Японией из-за правого руля, благодаря чему лучшие автомобили приходят с рулем не в том месте, неудобным рычагом КПП, неловкими подрулевыми переключателями, вынуждая все время ерзать и оправдываться. Америка не угодила своими фаренгейтами и милями, из-за них непонятен спидометр, скорость. И когда американцы устанавливают очередной рекорд, приходится пересчитывать его в километры и огорчаться разнице, из-за которой любое американское достижение выглядит менее показательно. Нынешний Chevrolet Corvette 8-го поколения выпускается с 2020 года. Ему 6 лет, и он все еще рвется совершать подвиги. Корвет перестал быть автомобилем обывателя. Прежде на корветах красиво катали блондинок и резко уходили со светофора. Теперь корвет требует гоночного навыка, железного характера, точного понимания, зачем купил. Сегодняшний корвет среднемоторный. Для «Шевроле» это революционное изменение канонов. Переносить двигатель в базу ради маркетингового диалога с клиентом не имеет смысла. Водителю такое не требуется, ему «Феррари» за спиной непонятен и противопоказан. Среднемоторная компоновка нужна, когда хотят видеть за рулем только очень подготовленного водителя, для которого любая поездка – битва, испытание, проверка себя и остальных. А для фирмы это вершина инженерного мастерства, когда под видом обычной машины гоночный болид. Такой подход позволяет распугать всю рыбу в аквариуме, не оставляя времени на резонный вопрос – зачем? Ведь ненормальные, кто хочет не ездить, а гоняться, отправляются на трассу и носятся там, на специальном автомобиле,
а в булочную за хлебом едут либо на такси, либо на чем-нибудь более спокойном. Но в General Motors закусили у дела и рванули во все тяжкие, отобрав корвет у быстрых и вручив в руки сумасшедшим. И вот уже 6 лет «Шевроле» поднимает градус этого сумасшествия, добавляя спецверсию за спецверсией, рекорд за рекордом, секунду за секундой. На 2026 год тем, кто впал в хроническую стадию, предназначена версия Corvette ZR1X. Задача машины – выйти из 2 секунд. Есть такой элитарный клуб сверхбыстрых, кто с 0 до 100 разгоняется меньше, чем за 2 секунды. Они ездят в обычном потоке по дорогам общего пользования, и от них всех тошнит. Потому что они самые яркие, быстрые, красивые, дорогие. Всем хочется так же, но никто не может. Rimac Nevera R, Pininfarina Battista, Bugatti Tourbillon, Lucid Air Sapphire – эти 2 секунды настолько вожделенные, завораживающие, почетные, что не имеет значения, кто тут электрический, а кто нормальный, бензиновый. Это единственный зачет в мире, где секунды важнее всего остального. Но концерну GM важно, что у них автомобиль бензиновый, если совсем честно, гибрид. И именно этот дополнительный электромотор позволил прошлогоднему заднеприводному ZR1 стать нынешним рекордным ZR1X. Батарейка спрятана в тоннеле. Основной мотор по-прежнему за спиной водителя. Это V8 объемом 5,5 с 2 турбинами, мощностью 1079 лошадиных сил. Электромотор установлен спереди, догружает переднюю ось, приводит в действие передние колеса, на пике выдавая 188 лошадиных сил. Но гораздо важнее, что из-за него корвет смог стать полноприводным, а для рекорда это очень существенно. Надежно держаться за землю всеми 4, подминая под себя 2 секунды. Важнейший фактор стабильного управления, ведущий к рекорду. Изнемогая в ожидании, еле дотерпев, когда все вокруг отмечаются новых годов и на календаре повсеместно наступит 2026, компания «Шевроле» отправилась творить историю. Взяли специально подготовленную трассу, стандартные шины Michelin Pilot Sport 4S, залили обычный, стандартный 93-й бензин без волшебных присадок и дали по газам. Chevrolet Corvette ZR1X с 0 до 60 миль в час с места разогнался за 1,68 секунды. Chevrolet в восторге предъявляет официальный протокол трассы. А прочее человечество, живущее по Цельсию и в километрах, пытается вычислить, получилось ли у корвета выйти из 2 секунд, или Фаренгейты опять напустили непроглядного тумана. 60 миль – это 97 км в час. Сколько суток секунды требуется на недостающие 3 км в час? Вроде бы хватает, даже с запасом. Пожалуй, ZR1X вышел из 2 секунд. И теперь по праву на пьедестале, рядом с Неверой и Батистой, корвет впереди. А такие уникальные автомобили, как McLaren V1 и Ferrari F80, хоть и не позади, но в роли догоняющих. Но остается вопрос. Зачем серийно выпускать рекордный автомобиль, нервирующий даже миллионеров? Rimac Nevera R стоит $2,5 миллиона, Pininfarina Battista – 2,2 миллиона, Bugatti Tourbillon – 4,6 миллиона. Цены, естественно, в долларах, потому что американцы весь мир привычно меряют своими деньгами, не только фаренгейтами. Зато электрический Lucid Air Sapphire, разгоняющийся с 0 до 60 миль за 1,89, стоит не миллионы, а $249 тысяч. Так вот, Chevrolet Corvette ZR1X со своим рекордом в 1,68 едет на 0,2 быстрее и стоит на 40 тысяч меньше – $209 700. Суть именно в этом. Самый быстрый еще и самый дешевый. По-прежнему мало кому доступный. Все еще сильно раздражающий, традиционно дерзкий, красивый. И теперь он самый первый кандидат
при рассмотрении покупки. Изо льда у людей неплохо получается недвижимость. Изначально как скорое жилье в условиях морозов и отсутствия строительного материала. Первыми обустраивать быт в ледяных иглу стали канадские эскимосы в эпоху Туле в 320 году до нашей эры. В 1989 году идею переосмыслили шведы, построив ледяной отель в деревне Юкасьярви, запустив моду по всему миру. В более скромном формате, изо льда, неплохо получается посуда, подгорячительные напитки, виски сразу со льдом. Были попытки построить изо льда плавсредства. В 1941 году англичане настолько отчаялись, что всерьез занялись авианосцем изо льда. Проект назывался «Хабакук». Из-за успехов германского флота депрессия англичан была столь велика, что авианосец они вздумали смастерить огромный, настоящий, длиной 610 метров, шириной 100 метров, высотой 61 метр, с командой в 3590 отмороженных моряков. Чтобы корабль растаял не сразу, лед решили армировать древесными опилками, придумав этому материалу название пайкерит, чтобы звучало не так стыдно. Сделать изо льда автомобиль придумали канадцы в 2012 году. Настоящий, чтобы ездил. Живя в одной из самых холодных стран на Земле, льда перестаешь стесняться и начинаешь воспринимать как естественное обстоятельство. Там, где остальные дети играют с песком, канадцы играют в снежки и прочие производные замерзшей воды. Поэтому, взяв принцип Лего, напилив подходящих деталей, канадцы могут позволить не только иглу, но и автомобиль. Построить ледяной грузовик захотелось деревенским мужикам из сельского шиномонтажа с грандиозным названием Canadian Tire. Они повседневно вулканизируют, бортируют, балансируют, накачивают. Помимо этого еще и продают любую резину. Иногда скучают. В особо тоскливые дни диверсифицируют бизнес и приторговывают запчастями. В деревне порой на 100 километров нет никакого другого пит-стопа, кроме шиномонтажа. И чем шире товарная номенклатура, тем полезнее для себя и окружающих. Поэтому люди постепенно привыкли ездить в шиномонтаж еще и за лампочками, колодками, ремнями. Когда я на почте служил екипщиком, ко мне постучался косматый геолог Глеб Самойлов. Как-то средь бела дня в шиномонтаж заявился неформальный клиент и захотел аккумулятор, что подтолкнуло сельских мужиков из Canadian Tire расширить бизнес и заняться продажей аккумуляторов. Но одно дело – одноразовый косматый геолог, другое дело – дистрибуция. Как рассказать соседям, что за аккумулятором теперь сюда? В 2012 году навигаторы в телефоне еще оставались редкостью. Поиск товара в интернете человечество только осваивало. Первой мыслью оставалось спросить у соседа, а не тыкать в клавиатуру. Чтобы прозвучать на всю Ивановскую, крикнуть на всю деревню, на весь мир, сельские шиномонтажники придумали отличную пиар-акцию и сделали ледяной грузовик. Их целью было предъявить аккумулятор, способный завести дизель на 40-градусном морозе. А поскольку даже в Канаде минус 40 бывает не каждый день, шиномонтажники искусственно усугубили градус, обеспечив устойчивую низкую температуру, а заодно внимание всего мира. К делу они подошли обстоятельно. За основу взяли подвернувшийся под руку пикап «Шевроле», сняли кузов, оставили раму, мосты, мотор, коробку, руль. Долго чертили, конструировали, вырезали, клепали. Заказали лед кристальной прозрачности и старательно пилили его по форме и размеру. Работа тяжелая в прямом смысле слова. Затем аккуратно собрали пазлы в единое изделие, скрепляя кузовные детали водой, на морозе добиваясь максимальной прочности соединения. Масса изделия составила 5 тонн. Затея была интересной с самого начала, поэтому не утомляла, только радовала. Собрав настоящую ледяную машину, деревенские дали объявление об установлении мирового рекорда по езде на ледяном автомобиле. Поскольку Канада не везде обитаема, окрестности насыщены населением по минимуму, ни стадиона, ни толпу, ни прямой эфир они не собрали. Но предварительно отсняли все ключевые моменты,
Особенно, что касается аккумулятора. Завели грузовик, сели, поехали. Деревня отозвалась восторгом. Публика прервала зимнюю спячку и с интересом вышла на улицу. Ледяной грузовик проехал 1 милю со скоростью 20 км в час. Это рекорд. И отличная пиар-акция. И автомобиль, который нельзя прогревать. Идея внезапно получила продолжение. В 2020 году был создан игровой набор «Лего», где из хорошо подогнанных деталей успешно собирается сам грузовик, шиномонтаж Canadian Tire и 3 рукастых мастеров, все это сотворивших. Поскольку ледяной пикап был рекламой аккумулятора, в игрушке он предъявлен весьма наглядно, и к нему можно подобраться, благо машинка успешно собирается и разбирается из кубиков. К полиции всегда много претензий. К американской полиции их слишком много, даже у Голливуда. Если полиция упоминается в фильме вскользь, главный герой не полицейский, то полиция обязательно коррумпирована, берет взятки, арестовывает по заказу и является более преступной, чем гангстеры. Даже краткосрочное появление американского полицейского в кадре унижает, сопряжено с насилием и наручниками. Сказка – ложь, да в ней намек. Не в кино, а наяву иммигрантский полицейский Джонатан Росс из службы ICE пристрелил домохозяйку Рене Николь Гуд намеренно, умышленно создав конфликтную ситуацию, выйдя за необходимые пределы, добавив в адрес правоохранителей обоснованных претензий. Зная, что общество их не любит, полицейские неуклюже пытаются ситуацию исправить, лишь доказывая правоту общества. В Майами полиция обзавелась патрульным Роллс-Ройсом, украсила светомузык и поехала хвастаться перед населением. Тут же получила вагон негатива. Принялась оправдываться, подтвердив, что полицейские во всем мире одинаково неумные. Представитель департамента полиции Майами-Бич Кристофер Бесс объяснил, что Rolls-Royce Ghost они взяли на службу ради улучшения имиджа своего департамента и привлечения на службу нового персонала. Трудно придумать более нелепое объяснение. Свежий, привлекательный поступок полиции Майами. Беспилотный патрульный Ford Explorer. В департаменте решили, что надо двигаться в курсе актуальных тенденций. Если мода на голубых, зеленых, автономное вождение, необходимо соответствовать. Новый автомобиль оснащен комплексом автономного управления, тепловизором, камерой кругового обзора и дроном. Снаружи он такой же патрульный, как и любой другой, только на крыше у него ящик навигации, по кузову торчат датчики и никого нет внутри. Автомобиль двигается по городу, обозначая присутствие полиции в обществе и дает ответ на вопросы, которые никто не задавал. Вопросы возникли сразу после. Зачем он нужен, что умеет, сколько стоит? Главный ответ. Новый беспилотный патрульный автомобиль департамента полиции Майами за $200 тысяч не умеет ничего. Он вообще не патрульный и ни разу не полицейский. Он бестолково катается по городу и стоит в пробках, которых бы не было, если бы он тут не стоял. Как большинство обычных живых полицейских. Этот ящик с лампочками только делает вид, что он полицейский, предъявляя значок и грозный облик, за которыми никакой силы и пользы. Население Майами в комментариях сообщило, что единственная функция такого беспилотника – запугивание. Неловко оправдываясь, полиция отвечает, что ежедневно толкаясь в городе, автомобиль служит средством сдерживания преступности, будучи наглядным полицейским автомобилем на улицах. Но департамент обещает еще разок подумать, еще немножко увеличить цену машины и добавить полезных функций. Обсуждается возможность поставить в полицейский Ford систему по автоматическому выписыванию штрафов, сканер номерных знаков. Но дальше фантазии не идет, и как приспособить автомобиль к более полезному делу, полиция не знает. Ей, как и в случае с Роллс-Ройсом, показалось, что это очень здорово, когда у них в Майами есть такое, чего ни у кого других нет, в том числе и мозгов, об отсутствии которых в других департаментах полиции не заявляют столь громко. В России используют плоские фанерные макеты патрульных автомобилей в натуральную величину. Вырезают контур, приклеивают бумажный портрет «Жигулей»,
устанавливают под кустом на обочине, решая тот же самый вопрос, что и полиция Майами. Запугивают население, обозначают присутствие. Водители едут мимо, не сбрасывая, поскольку не боятся ни фанерную полицию, ни настоящую. Полиция отчитывается о профилактических мероприятиях по какому-то там снижению. Стоимость бесполезного в России заведомо ниже бесполезного в Америке. И американское еще предстоит допиливать, а российское сразу при деле. Слабаки ценят себя за послушание. Они считают, что их непременно похвалят, в лучшем случае не тронут. Слабак – медиатор толпы, лишенный критического фильтра. Удобная форма существования – оптимальный пример покорности. Слабак криклив. Он вопит про требования и правила, ценит запреты и ограничения, первым сбрасывает скорость в зоне 40 и никогда не спрашивает, с какой стати 40. Любого быстрого слабак ненавидит, спешит с доносом и приводит в пример себя, как самого ответственного, стабильного, надежного. Слабак очень громкий в комментариях. Ему необходимо докричаться до самого себя. В помощь слабаку недотепа. Недотепа не понимает, зачем спорткар, если везде знаки 40. Кто вздумал делать машины с максималкой в 350, если быстро ездить негде? Зачем вообще скорость, если рано или поздно непременно доедешь? Попутно слабак и недотепа поддерживают электромобили. Электромобиль всегда с ошейником, на коротком поводке, что очень устраивает слабаков и недотеп не только на дороге, но и в жизни. А в это время нормальные люди качественно гоняют на таком, что слабакам непостижимо. Оказывается, чтобы унизить слабака, достаточно трехколесного мотороллера и умения проходить повороты в управляемом заносе. В действительности слабака оскорбляет не цена чужого счастья, а сила поступка. Красиво ввалить в поворот, грамотно пройти, убедительно выйти – это мастерство. Достигается тренировками, но по силам только людям с характером. Таким, кто не ждет разрешения, инструкции, указа, а действует. Слабаки не прощают любого поступка, особенно столь наглядного, как красивая езда на некрасивой табуретке. И ее бы оставили в покое, но раз на таком кто-то сильно гоняет, необходимо возмутиться. Рабочая техника для того, чтобы уставать, а не наслаждаться. На ней предписано изнурительно тянуть лямку, а не показывать высший пилотаж. И кто бы мог подумать, что беспомощная техника на самом деле такая азартная. Оказывается, для удовольствия не нужны миллионы и достаточно стиральной машинки с колесами. И тогда обычный водитель из терпилы превращается в грамотного и безопасного. Оттачивая навык за рулем автохлама, человек становится не хулиганом, а мастером. Слабакам этого не понять. Управляемый занос слабака пугает и не умещается у него в голове. Но зимой любую машину может потащить, и желательно быть готовым, особенно на общественном транспорте. Ловкий маневр хорошего водителя спасает жизни. Умение грамотно разложиться на дороге, встать в пару, вместо обоюдной помехи получить уверенный объезд препятствия, вынуждает слабака рыдать, звать ГАИ на помощь, чтоб приехали, немедленно прекратили. Газель не любит за нерасторопность в потоке. Зря, на ней тоже можно зажечь. Подобный навык убедительно показывает, что красивому и полезному можно научиться даже между делом, по дороге на работу. И на грузовой платформе с манипулятором можно получить не только отличные кадры, но и безопасную езду в сложных погодных условиях. Просто так, без специального полигона, самостоятельно став самым безопасным водителем. Но наиболее трагично для психики слабака – девушка за рулем. Ей запрещено вообще все. Обязана молчать, вздыхать, ждать, а не вот это вот все.
И с появлением таких водителей слабаку становится окончательно невыносимо. Не наорать, не отчитать, не возвыситься можно получить домкратом по голове и тихо ползти к клавиатуре. Кто ей разрешил? Кто допустил? Кого лишить родительских прав? Ведь нельзя, чтобы ей было так хорошо. Требуется пресечь. Тортиком и цветочками такую соблазнять бесполезно. Она слишком во многом разбирается, слишком много попробовала, слишком многому научилась. С ней либо на равных, либо во весь масштаб личных преимуществ, бесценных в ее глазах. Но ведь это уровень. До него слабаку расти и расти. Слабак берет за точку отсчета себя, и если ему страшно, значит все обязаны его утешить и успокоить. А того, из-за кого у него протек памперс, необходимо наказать, потому что слабак так не может. Ни на Ламборгини, ни на Авео. Кто считается хорошим водителем? Тот, кому никто не мешает. Как вот ему, идеально объехавшему всех вокруг. На полигонах так не готовят. Там академично усложняют жизнь, выдавая занудство за безопасность. Но те, кто не слабак, умеют предъявить навык, идеально проходя связку в управляемом заносе. Очень полезное умение. И в отличие от полигона, каждый день, а не только по выходным. Безопасная красивая езда на малых скоростях. Чтобы так блистать, не понадобился ни самый быстрый в мире автомобиль, не самая модная гоночная трасса, не самая дорогая команда. Захотел – сделал. И только слабаки ринулись биться за свою правду в комментариях. Вопросы, ответы, реплики. Олег. Дополню новость по маячкам в Испании. В Испании появились пиратские эвакуаторы, которые охотятся на машины с включенным маячком В-16. Нелегальный эвакуатор приезжает к месту аварии раньше официального. Водитель отдает машину, не разобравшись в ситуации, а потом получает огромный счет без покрытия страховой. Ирина Вайнберг. Люди без ног на протезах покоряют Эверест. Существует Паралимпиада. Есть чемпионат мира по бальным танцам для людей, у которых не работают ноги. Перечислять можно бесконечно. А тут нет фаланги пальца и нельзя ездить на механике. Нет слов. Олег Кадик. Несколько лет назад работал в одной крупной канадской грузовой компании. Самолично встречал человека, у которого не то что двух фаланг на пальце, не было левой руки. Как-то разговорились на заправке. Извинившись за бестактность, спросил, бывают ли проблемы с законом, полицией. Улыбнувшись, он сказал, что привык к подобного рода вопросам и добавил, проблем по линии законов не возникает совсем. Получается, главное не в физическом несоответствии человека шаблону, а желание его понять и максимально облегчить ему жизнь. Ну, Медведев, конечно же, думает по-другому. На сегодня все. До свидания.